Добрый день! Сегодня я хочу показать, как закрывать петли методом I-cord. Напомню, что I-cord– это полый шнур, полый круглый шнур. Край, закрытый таким способом, выглядит вот так с лицевой стороны, и это его изнаночная сторона. Вы можете обратить внимание, что оба края у нас выглядят совершенно одинаково. То есть вы можете использовать набор I-кордом и закрытие петель I-кордом в одном изделии. И это будет выглядеть вот так. Очень красиво и аккуратно. Причем край, который мы набирали I-кордом, очень хорошо растягивается. Край, который мы закрывали, тоже очень хорошо растягивается. Давайте теперь научимся закрывать петли методом I-cord. Я набрала такой образец небольшой и набрала петли именно I-кордом для наглядности. Теперь мы провязали какое-то количество рядов, и нам нужно закрыть наши петли. Первым делом нам нужно добавить то количество петель, которое мы отводим под I-cord. То есть если мы сейчас будем набирать I-cord на 3 петли, значит мы должны добавить 3 петли. Если вы делаете узкий I-cord на 2 петли, значит набирайте 2. При других вариантах набирайте столько петель, сколько вам нужно. В данном случае я буду набирать 3 петли. Я вывяжу эти 3 петли из вот этой первой. Как я это сделаю? Захватываю переднюю стенку, провязываю просто лицевой петлей. Не сбрасываю эту петлю. Дальше слегка разворачиваю работу и провязываю еще одну лицевую, уже за заднюю стенку. И следующий шаг – это лицевая за переднюю стенку. Я теперь должна сбросить эту петлю. Вы можете обратить внимание, что мы в итоге набрали не 3 петли, а 2 петли, потому что первую петлю мы сбросили. Но это дает лучший результат. Значит, что дальше? Мы должны вернуть эти 3 петли на левую спицу. И провязать 2 петли лицевыми. Последнюю петлю мы пока не провязываем. Так как мы петли закрываем, то есть нам нужно в каждом ряду одну петлю закрыть. Как мы это сделаем? Мы провяжем 2 петли. Одна у нас относится к I-корду, вторая к нашему полотну. Провязываем лицевой за заднюю стенку. Снова возвращаем эти петли на левую спицу и повторяем эти действия. Провязываем 2 петли лицевыми. Третью петлю провязываем со следующей петлей полотна. Лицевой за заднюю стенку. Вот так. Повторим еще раз. Лицевая, лицевая и 2 вместе за заднюю стенку. Вот вы можете посмотреть, у нас начинает появляться I-cord. Снова возвращаем и провязываем 2 петли. В нашем случае это 2 петли. Если вы вяжете I-cord на 3 петли, на 4, на 2, вы должны помнить, что вы не довязываете I-cord до последней петли. То есть если у вас I-cord на 2 петли, вы провязываете одну, а потом 2 вместе. Если у вас I-cord на
4 петли, например, то вы провязываете 3 петли, а затем провязываете 2 вместе за заднюю стенку. Одна петля айкорда всегда провязывается со следующей петлей полотна. Дальше, как провязывать эти 2 петли вместе? Я вам предложила способ, при котором мы провязываем за задние стенки. Почему? Посмотрите, вы можете видеть, что у нас нижняя петля перекручивается. И, как ни странно, именно это дает вот такой аккуратный край. Петли не растянуты, очень красивые. Но вы также можете попробовать и другой способ. Например, вы провязываете 2 петли, а эту петлю разворачиваете, разворачиваете и провязываете лицевой. Посмотрите, в этом случае у нас петля не перекручена, но эта петля становится более свободной. Я оставлю ее так. Мы же не хотим такого эффекта. Поэтому мой совет – провязывать 2 петли вместе именно за заднюю стенку. Вот так. Теперь мы довязываем наш образец до конца. То есть последняя петля полотна и петля айкорда. Вот так. Давайте посмотрим, что получилось. Вот, кстати, это наша провязанная другим способом петля. Видите, все очень аккуратно, красиво. Теперь нам нужно что-то сделать с этими петлями. Мы их переводим на левую спицу. И дальше нам их нужно закрыть. Можно просто провязать их лицевой. Но край будет достаточно толстый. Я предлагаю провязать 2 петли вместе. А затем перебросить оставшуюся петлю через них. Вот я вытяну и покажу, какой получился край. Вот видите? Он очень аккуратный со всех сторон. Это все, о чем я хотела сегодня вам рассказать. Попробуйте этот способ. Я надеюсь, он вам понравится. До свидания. Вяжите с удовольствием.